Андрей, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся внутри горы Бештау, в заброшенном руднике, где добывали уран-содержащий минерал шрекингерит. Ты тут в первый раз? Нет, я здесь во второй. Первый раз я был в июле 2017 года, сейчас ноябрь, и я приехал снова в эти незабываемые места. Всем привет, с вами МШ и трое ребят. Святой Иисусий, неустановленное лицо, которое еще менее стало установленным в лоточке и так далее. И Джанг Бруилович, представитель белорусской чугунки. Наше первое посещение этого уранового рудника вышло весьма ознакомительным. Имея всего 12 часов времени, мы чисто физически не успели посмотреть наиболее интересные здесь места и ограничились прогулкой по 10-й штольне и спуском по материальному восстающему стволу на 750-й горизонт. Как оказалось впоследствии, мы спускались не там. Нам нужен был вентиляционный ствол, а он находится в другом месте. Так что уже тогда стало понятно, что для того, чтобы отснять что-то вменяемое, придется сюда ехать снова. Сказано, сделано. Спустя 5 месяцев я с приятелем вернулся сюда. Ну и теперь впору рассказать, что же это за место такое. 1943 год. Внешняя разведка СССР сообщала, в США запущен Манхэттенский проект. Это означало, что работы над атомной бомбой в Штатах перешли от теоретической плоскости к практической. Руководство ослабленной войной Советского Союза понимало, что создание ядерного оружия Соединенными Штатами – дело времени, а монополия во владении таким мощным оружием может привести к печальным последствиям, и потому принялось энергично действовать в рамках создания отечественной атомной бомбы. Из всех вопросов, касаемых создания советской атомной бомбой, нам сейчас интересен один. Это обеспечение строящихся комбинатов урановым сырьем, так как мощности известных на то время урановых рудников в Таджикистане и Киргизии для поставленных задач не хватало. 8 апреля 1944 года Государственный комитет обороны обязал все геологические организации приступить к поискам радиоактивных руд. Были созданы специальные группы, отряды и партии. В 1945 году фронт работ расширяется. Совнарком 13 октября 1945 года принимает постановление о концентрации и специализации поисково-разведочных работ на радиоактивное сырье. В составе Госкомитета по геологии создается первое главное геолого-разведочное управление, первый главк, призванное решить проблему обеспечения атомной промышленности урановым сырьем. Работы по его поиску начинают вестись по всему Союзу. Такой размах, естественно, приносит плоды. К 1946-1947 годам уран-содержащую руду находят в Украине, Средней Азии, Сибири и Кавказе. Так как наше видео про Кавказ, то на нем и остановимся. И как обычно, при подготовке этого видео я столкнулся с огромным количеством терминов в абсолютно чуждой мне тематике. Так что если что-то для вас останется непонятным, или же вы, будучи работником горнодобывающей промышленности, узреете неточности в моем рассказе, добро пожаловать в комментарии. Они всегда открыты. Буду рад конструктивному диалогу. Тема-то же очень интересная. Ладно, погнали дальше. На Северном Кавказе геологи из геолого-разведочной партии номер 1 обнаружили в горе Бештау несколько видов уран-содержащих минералов из группы урановых слютков, основными из которых были цепеид и уранинит. В дальнейшем я скажу, что здесь добывали шрекингерит. Да, он здесь был, но не в тех количествах, которые делают добычу рентабельной, так что основная честная работа шла по цепеиту и ураниниту. А все остальные минералы, в том числе и шрекингерит, если и попадали на переработку, то вместе с основными минералами. Понятно, что гора целиком из него не состоит. Ценная руда располагается где-то глубоко внутри. Для того, чтобы узнать, где именно, на северо-западном, южном и юго-восточном склонах горы геологи в нескольких десятках мест начали вгрызаться в нее, проходя вглубь тоннеля. Такие горизонтальные тоннели, которые имеют выход на поверхность, называются штольнями. Выяснилось, что на севере пусто, а вот на юге и юго-востоке руда есть. Итогом геологоразведки стало постановление Совета министров СССР от 29 июля 1950 года об организации предприятия с романтичным названием «Почтовый ящик номер 1». Его задача – добыча и переработка урановой руды Бештаугорского месторождения. Итак, геологи определили расположение руды, и теперь к ней надо подобраться.
Для этого в ноябре 1950 года организовывается первая скоростная бригада, которая на высоте 850 метров начинает проходить штольню номер 31. Она служит для вскрытия месторождения, то есть открывает доступ к руде с поверхности. Естественно, что от штольни идут выработки в стороны. Совокупность этих выработок, лежащих в горизонтальной плоскости, называется горизонтом. Для его обозначения используется отметка по высоте над уровнем моря. Надеюсь, теперь для вас станет более понятна следующая фраза. В ноябре 1950 года первой скоростной бригадой была начата проходка 31-й штольни, скрывающей месторождение на 850-м горизонте. Рабочие, как и все первопроходцы, на тот момент не были обеспечены даже нормальным жильем и прочими хозбыт-условиями. Жили они или во временном поселке номер 1, расположенном у подножия горы, либо в Пятигорске. В следующем, 1951 году, ситуация начинает улучшаться. Начинается строительство поселка Лермонтовский. Внедряются новые технологии, поставляется новое оборудование. Открываются новые цеха – буровой, строительный, химическая лаборатория, горно-спасательная станция, строится новый бытовой комбинат. По горным работам. Начинается проходка ствола шахты «Восточная». На 1003-м горизонте полевой штрек штольни 33 сбился с выработками штольни 14 Восточного рудника. Начали проходку штольни 32. В дальнейшем она станет основной штольней для откатки всей добытой руды. Почему так будет, расскажу чуть позже. Начинается также проходка ствола центральной западного рудника. В 1952 году рудники западной и восточной объединяются в один рудник под названием рудник номер 1. В последующие годы идет опробование подходящих способов добычи, расширяется хозяйство рудника, вводится ТЭЦ, цех водоснабжения, а главное, в ноябре 1954 года вводится гидрометаллургический завод, который занялся переработкой урановых руд и получением химически чистого оксида урана. Спустя 2 года в соседней горе Бык открывается рудник номер 2. Поселок Лермонтовский становится городом Лермонтов. В 1958 году рудник номер 1 достиг проектной производительности. Далее занялись людьми. Вывели с работ всех рабочих с болезнями легких и женщин. Сделали полную реконструкцию вентиляции. В итоге к 1961 году рудник стал образцовым по содержанию, а по добыче он превысил проектную планку в 1,6 раза. В таком устаканившемся режиме рудник проработал до 1975 года. Начиная с 1972 года план добычи начинает снижаться, а 31 августа 1975 года с территории рудника номер 1 была выдана последняя вагонетка с рудой на поверхность. В следующие 2 месяца произведен демонтаж и выдача основного оборудования. В конце 1975 года рудник был закрыт. Основная версия – исчерпание запасов руды. Следующие 11 лет производилась рекультивация рудника, в результате которой были взорваны основные входы, переработана пустая порода и произведены некоторые работы по дезактивации местности. В 1991 году был закрыт рудник номер 2, после чего развал Союза, обнищание населения и, как следствие, толпы мародеров, выгрызающих остатки металла из рудника. В период 2012-2015 годов Росатомом была произведена повторная рекультивация обоих рудников. Закрыты оставшиеся входы, ликвидированы некоторые выработки, произведена отсыпка грунта. А в 2017 году некий МШ приехал в Пятигорск для того, чтобы лично увидеть, что же там осталось интересного из доступного. Перед тем, как нырнуть под землю, осталось рассказать, что же там успели накопать к закрытию рудника. Было прокопано с полсотни штолен, располагающихся на 13 горизонтах. Расстояние между горизонтами, естественно, по высоте, примерно по 30 метров. Были пройдены 2 основных ствола – центральный и восточный. В них располагались клетевые подъемники. Это что-то типа пассажирского лифта, только в рудничном исполнении. Ствол восточный начинался от поверхности и шел до самого нижнего горизонта. Несколько выше уровня 31-й штольни он был перекрыт. Верхняя часть его служила вентиляционной, а от горизонта 31-й штольни до низа ходила клеть. Ствол центральный был слепым, то есть без выхода на поверхность. Параллельно восточному стволу был пройден капитальный рудоспуск. Это было сделано для того, чтобы не вывозить руду на поверхность каждого горизонта. Ее привозили к этому рудоспуску и скидывали вниз. А внизу, по 720 горизонту, ее через 32-ю штольню вывозили на поверхность. Между горизонтами были также соединения в виде вентиляционных и материальных восстающих. Восстающий в нашем случае это не человек, который за смену текущего правительства, а вертикальная выработка, которая проходится снизу вверх. Да, именно так, снизу вверх. В итоге получается слепой ствол, который используется для нужд вентиляции, вентиляционный восстающий, или для спуска различных строительных материалов, материальный восстающий. Общая протяженность выработок составляет в районе 240 километров. Более точные данные засекречены. Из них доступны к изучению 40-50 километров. Мы с вами посетим некоторые ключевые места этого рудника и начнем наше путешествие с 10-й штольни. И вот спустя 5 месяцев мы снова оказались на том же самом месте. Только теперь нас 2.
Одеваемся в химзащиту и спускаемся вниз по привычному нам пути. Что ты успел увидеть во время второго посещения этого рудника? Это, можно сказать, 5 ночей просто жестких полазок. Вот сейчас это уже конец. Я сижу просто осоловевший, уже вот досняться бы и уйти, как говорится, спать. Правда, вылезать еще надо. Мы посетили далеко не все. Здесь, конечно, огромное количество выработок, но тем не менее мы посмотрели 10-ю штольню, 13-ю штольню, 31-ю штольню и систему 16-й и 32-й штолен. Спустились на 750-й горизонт, зацепив наиболее интересные места в этом руднике. Поэтому самое интересное в этом видео. Спустившись в 10-ю штольню, пытаемся найти выход на 750-й горизонт. Схема, которая у нас есть, не совсем верна, поэтому приходится исследовать все закоулки, куда можно пролезть. Куда же мы так стремимся? Что это за 750-й горизонт? Дело в том, что сама по себе 10-я штольня довольно скучна. Много интересного находится 2 уровнями ниже, в системе 16-й и 32-й штолен, но входы туда закрыты весьма сильно. Как пример, так выглядит вход в 16-ю штольню. За этой дверью на замках находится еще и решетка и бетонная пробка. Подготовились знатно к приему диггеров. Потому, чтобы там не мучиться, я хочу провернуть другой план проникновения. А именно, пробиться туда через систему винтстволов, которые последовательно соединяют горизонты между собой. Для этого нам надо найти место, где начинается винтствол, спуститься по нему вниз на 750-й горизонт и, пройдя по нему, найти следующий винтствол. Спустившись по нему, мы окажемся в нужной нам системе 16-й и 32-й штолен. Сам 750-й горизонт не имеет выхода на поверхность, потому приходится так заморачиваться. Выйдет у нас это или нет, увидите. Мы идем по системе 10-й штольни. Как я уже говорил, на момент нашего посещения у нас была некорректная схема штольни, потому приходилось соваться в каждый закоулок, чтобы найти нужный нам винтствол. Ведь летом мы спускались не там, где надо. Идем по каким-то боковым выработкам. Отсутствие вентиляции и сырость делают свое дело. Брошенные вагонетки намертво прикипают к рельсам. На полу, хотя это даже полом назвать нельзя, много грязи, которая размокла и всячески старается засосать обувь и издает весьма склявочный звук при ходьбе. Временная деревянная крейп рассыпается в труху. Находясь здесь, даже не знаешь, камнем тебе прилетит или трухлявой сырой деревяхой. Естественно, интересно, какая тут радиационная обстановка. Радиационная обстановка сейчас намного лучше, чем пару месяцев назад, когда мы здесь были в первый раз. Тогда здесь было в районе 600-1000 микрорентген, сейчас всего-навсего 85. Что, впрочем, тоже выше. Почти в 3 раза санитарные нормы. Такая разница в мощности фона объясняется следующим фактором. Объем выработок очень большой, а с поверхностью они соединяются через небольшое количество оставшихся невзорванных вентканалов. Летом гора нагревается. Нагреваются и выработки. Воздух расширяется и, выходя из всех возможных трещин, квершлаков, штолен, выносит радиоактивную пыль с собой. Потому в июле из винтствола 10-й штольни воздух дул изнутри и был весьма радиоактивен. Зимой ситуация иная. Гора охлаждается. Выработки тоже. Воздух сжимается и всасывается внутрь горы. Вся пыль при этом забивается в свои щели, и благодаря этому радиационная обстановка улучшается. Можно сказать, что гора как бы дышит, выдыхая летом и вдыхая зимой. Там, где мы оказались, находятся сплошные тупики. Пройдя во все ответвления и не найдя ничего, пришлось возвращаться обратно в галерею 10-й штольни и идти дальше вглубь. Вылезшие из той грязи, мы нашли еще один подходничок, прошли по нему и увидели тот самый спуск, который нам понадобится в будущем. Но перед тем, как спускаться вниз на 750-й горизонт, мы хотим полностью изучить, что находится здесь, в системе 10-й штольни. И пройдя немного вглубь горы, видим такую дверь. Тоннель уходит туда дальше. Я даже заранее скажу, эта дверь ведет в помещение аккумуляторный, зарядный. Соответственно, это такая трапециевидная выработка, и пройдя по ней, мы снова попадем обратно в этот главный тоннель. Так что давайте сейчас с вами нырнем и посмотрим, что там находится. А здесь находится практически ничего, но кое-что осталось.
Сейчас покажу. Помещение зарядный представляет из себя отрезок тоннеля длиной примерно 50 метров. Первая половина, она совершенно пустая, вторая, она более интересная. Здесь видны остатки узкоколейки. Как раз здесь стояли электровозы, которые должны были заряжаться. В отличие от метростроя, где электровозы получают питание от контактной сети, здесь, в этом руднике, электровозы применялись аккумуляторные. Соответственно, эти аккумуляторы нужно было заряжать. Остатки узкоколейки. Ну, здесь, понятно, должны были стоять сами электровозы. По правую сторону, скорее всего, находилось оборудование зарядно-подзарядное. Виднеются по правой стене кабельные стойки. И эти кабельные стойки покрашены в несколько цветов: красный, зеленый, желтый. После работы в службе электроснабжения мне эта покраска, в принципе, совершенно ясна, потому как у нас существовало такое правило АБЦ ЖЗК. То есть фаза А – это желтый цвет, фаза Б – это зеленый цвет, фаза С – это красный цвет. 3 фазы, и они маркируются цветом, цветовая маркировка. Соответственно, наверняка сюда приходило трехфазное питание, и дальше каждая фаза выпрямлялась, и уже выпрямленное напряжение подавалось на сами аккумуляторы. Здесь должна была присутствовать отдельная вентиляция, потому что при зарядке аккумуляторов выделяется водород. Соответственно, этот водород взрывоопасен, и он должен удаляться, независимо от общей вентиляции всей этой системы. Сверху мы видим закладные, по которым осуществлялся кабельный перепуск, то есть, скорее всего, выпрямленное напряжение. Кабели с выпрямленным напряжением, они шли сверху и спускались на вот эти закладные, идущие с левой стороны тоннеля. И здесь уже как-то подключались уже непосредственно к самим электровозам. Здесь еще находится небольшой приямок, назначение его я не могу сказать. Вначале я подумал, что, возможно, здесь и тут кабели, точнее, шли, но кабельный перепуск, он однозначно служил для той цели, которую я указал. Оборудования никакого не осталось, единственное, вот такой вот шкаф, в котором наверняка что-то находилось, связанное с зарядкой электровозов. Все, больше здесь ничего нету, но, тем не менее, место довольно-таки значимое для работы всей этой системы. Пройдя помещение зарядной насквозь, мы снова оказываемся в галерее 10-й штольни. Мы дошли до завала 10-й штольни. Туда можно пробраться дальше, но по факту там дальше будет еще более серьезные завалы, и это, можно сказать, тупик, поэтому нету смысла здесь карабкаться. Добывали здесь шрекингерит, и этот минерал, уран содержащий, красиво флуоресцирует в лучах ультрафиолета. У меня специально взят с собой ультрафиолетовый фонарик. Он, конечно, слабенький, но красиво показывает все равно, что здесь происходит. Вот такая вот флуоресценция этого минерала. Я так понимаю, что он находится где-то там, в руде глубоко, но вместе с водой частички его вымываются внутрь штольни, и, соответственно, мы можем видеть такие красивые потеки. Их здесь не очень много, но скажу вам честно, то, как вы видите это на изображении, как это видно в реале, конечно, это день и ночь, потому что это чуть-чуть фиолетового свечения фонаря и красивое и салатное такое свечение самого минерала. Камера этого, к сожалению, не передает. Так что езжайте на рудники урановые в горе Бештау и смотрите это дело вживую. Ляпота. Вы спросите, а какой же здесь фон? Мощность фона составляет 194 микрорентгена. И я уже, конечно, проводил опыт, думая, что мало ли здесь будет как-то более серьезно фонить, но это общий фон, царящий в этой штольне, и этот минерал тут практически ни на что не влияет, потому что здесь повсюду его частички, которые даже не видны вооруженным глазом, поэтому объемное фоновое излучение здесь превуалирует, и найти что-то конкретно выделяющееся практически нереально. Мы возвращаемся назад, и сейчас будем спускаться на 750-й горизонт. У меня с собой было 2 отрезка вирья. Один 40 метров, другой 50. Навязав 40-метровый отрезок, я начал спуск по слепому стволу, вентилирующему 2 горизонта. Основной проблемой здесь являлось то, что после точек вязки вирье не сразу вниз уходило, а перегибалось через устье ствола. Нужно было защитить веревку протектором от перетирания. Благо он был. Спустившись ниже, я увидел, что камень, через который перекинута веревка, уже дал трещину и держится на честном слове. Родители техники безопасности, которые так любят обращать внимание на все мои косяки, уже посидели от того, что я не в каске. Но скажу так, не поможет она тут особо, хотя и не помешает, если уж до конца честным быть. Вес камня явно за центнер, а переложить вирье на другой камень не вариант, так как оно начинает тереться в другие выступы, потому приходится рисковать. Что-то мне прям вот это вот место так не нравится.
Можешь мне спустить протектор здесь? Спускаться вниз, зная, что над тобой нависает глыба, не очень комфортно. Приходится действовать очень аккуратно, чтобы не было рывков и сверху ничего не прилетело. Благо, опыт есть, и камни летят вниз только от моих ног. Прислушайтесь, как иногда ухает. Да. Да. Там как вязка, нормально? Ага. О. Да, это я. Веревка намокла, пошла легче по грихе. Все, внизу. Спуск проходит благополучно. Я оказываюсь внизу, у начала слепого ствола, соединяющего этот и выше лежащий горизонт. Выстегнувшись из зверья, отхожу в сторону и жду, когда мой напарник спустит вещи и спустится сам. Но он так и не спустился из-за боязни высоты, и передо мной возникла дилемма – делать все дальше одному или ползти наверх. Я выбрал второй вариант, так как оставаться одному крайне рискованно. Если со мной что-то случится, то помощь прибудет минимум через полсуток, а там она может уже и не понадобиться. Пришлось поднимать все вещи назад и самому подниматься. Во время подъема баула у Джонни случился фейл. А еще у него с высоты 35 метров улетел, не свети сюда, улетел телефон. Ну, собственно говоря, телефончику немножко плохо стало. Да, звук такой был, такой звонкий, такой. Да. Я оценил. Ну, в общем, да, телефончику немножко печально стало. Ок, собираемся, идем домой. На трамвае мы не успеваем, ни на что мы не успеваем, пока тут выберемся туда-сюда. В общем, да. Что тебя больше всего впечатлило? Ну, это первый рудник, первое добывающее производство заброшенное, которое я посетил в своей жизни. И многое вообще, что меня впечатлило, но больше всего, конечно, машинный зал в 31-й штольне и главный рудосброс. Это огромный ствол глубиной несколько сотен метров. По-разному называют эту глубину, то 200, то 300 метров. И когда что-то бросаешь вниз, и оно летит 15 секунд, это, конечно, впечатляет. Следующую ночь мы провели, изучая 850-й горизонт, основной вход в который идет через 31-ю штольню. Мы попали туда через запасной выход и, пройдя через технические выработки, соединяющие запасной и основной входы, вошли в длинный многосотметровый тоннель, уходящий внутрь горы. Как и в 10-й штольне, там поначалу было довольно сухо. Лишь позже мы одели химзу и продолжили наш путь. И вот где-то через километр мы встречаем так называемую разминовку. Это двухпутевая горная выработка, которая служит для скрещения встречно идущих составов с вагонетками. Кстати, это одна из двух штолен, где курсировали контактные электровозы. Пройдя разминовку, с правой стороны я увидел подходняк, который вел в параллельный основному тоннелю блок. Основная интересность в этом блоке – огромный бассейн из бетона. Длинный, метров 50. Но нужен он был явно не для занятий физкультурой работников Лермонтовского рудоуправления. Блок в конце также соединяется с основным тоннелем, и сверху есть надпись «Аккумуляторная». Местные предполагают, что там хранился электролит, но это предположение легко опровергнуть тем, что к бассейну подходят трубы из обычной стали, которую электролит разъест. Хранить дистиллированную воду для понижения плотности электролита там тоже не камильфо, так как соблюсти ее идеальную чистоту в таком объеме будет проблематично. Скорее всего, это емкость для технической воды, как вариант для пожарных нужд. Выйдя из аккумуляторной, мы продолжили углубляться внутрь горы. В разные стороны отходили выработки, забутованные, но с проделанными местными диггерами отверстиями. Через них было видно, что ничего интересного там нет. Любопытно, что крепь штольни, что этой, что других, постоянно менялась. Мы встретили деревянную, бетонную и металлические крепи, сплошные интервальные, сборные, монолитные, трапециевидные, подковообразные и другие. Это говорит о том, что прочность горной породы на различных отрезках изменяется. То есть риск того, что потолок обвалится, везде различен. И проходчики были осведомлены об этом, гибко подходя к вопросу стабильности разрабатываемых горных выработок основного пути с горизонта на поверхность. Углубившись еще на несколько сотен метров, мы вышли к многочисленным разветвлениям, по которым пришли к тому месту, которое меня, как человека в первый раз изучающего теорию и практику горнодобычи, очень поразило.
Мы вышли из стандартного тоннеля в большой зал. Вроде бы ничего особенного, но как подумаешь, что это все выдолблено в скале, а над потолком еще метров 200 камня, сразу благоговейное ощущение пробирает. Так что же это за место? Это машинный зал клетевого подъемника, или иначе говоря, место, благодаря которому двигался местный лифт. Все уровни, а точнее горизонты, где велась добыча, пронизывал насквозь ствол, принадлежащий шахте «Восточная», который имел выход на поверхность. Выработки изначально велись выше того места, где мы находимся, и здание машинного зала находилось на поверхности. Когда ушли ниже уровня 31-й штольни, на ее уровне построили машзал, а оставшуюся выше часть ствола превратили в вентиляционную. В машинном зале располагались электродвигатели, редуктора, на выходных валах которых были барабаны с тросами, тормозная система и пульт управления. Обалдеть масштабы. Сами тросы по наклонному ходу шли чуть выше, туда, где над стволом располагались шкивы. К ним обязательно надо подняться. Поднявшись наверх по ржавому ходку, я не сразу понял, что подо мной нет ничего, а то, на чем я стою, держится на честном слове. Остатки площадки со шкивами и нападавшие сверху куски породы создают иллюзию прочности, но лучше тут быть очень аккуратным. Лететь вниз порядочно. Мы спустились обратно по лестнице и покинули машзал, решив посмотреть прилегающую к нему разветвленную систему тоннелей. И не зря. Буквально через пару минут мы увидели нагромождение всякого мусора. Подойдя к нему, стало понятно, что это как раз тот самый ствол, где двигалась клеть. Сверху находятся те самые шкивы, ну а вниз как раз через провал видно, как уходит ствол. Я, конечно, в шоке, когда я встал под вот этим вот подъемником и посмотрел наверх, это было одно. Но когда я увидел, что находится внизу, меня прям аж мандрашка похватила, потому что это сквозной ствол, и я просто понял, что стою на каком-то завале, который, ну, в самом плохом случае вместе со мной благополучно уйдет вниз. Конечно, да, там лежит много центнеров этой всей породы, но все равно мне было как-то не по себе. Сейчас мы исследуем, что вообще здесь находится. Большое количество выработок. Здесь очень, конечно, надо внимательно смотреть, чтобы нигде, ну, не заблудиться. Там, понятно, завал. Здесь обвалилось. Вот какой-то провал тоже. Посмотрим, что тут. Вот так вот по железочке будешь ехать. И паровозик, который не смог. Причем один из паровозиков точно не смог. Если пройти дальше, то мы видим обвал, завал, тупик. Но обратите внимание на узкоколейку. Она имеет такой плавный подъем, усиленные рельсы. То есть здесь все забетонировано. Вагонетка поднималась по рельсам. Здесь могу предположить, что как-то было сделано наблюдение за уровнем ее загруженности. Местные ребята меня поправили, сказав, что здесь находилось рабочее место человека, ответственного за опрокидывание вагонеток. Ведь вы, надеюсь, понимаете, что вагонетки не вручную разгружались. Их переворачивали с помощью опрокидывателя вагонеток, примерно такого плана, как вы видите на фотографии, после чего руда ссыпалась под действием силы тяжести, а пустая вагонетка после отправлялась под загрузку. Ну, такое, честно скажу. Там пропасть, да? Там ничего. Место, где я нахожусь, одно из самых известных в этом руднике. На местном жаргоне оно называется мегарудосброс. Технически корректно, это капитальный, то есть главный рудоспуск. Это вертикальный ствол большого сечения, проходящий через горизонтальные эксплуатационные горизонты выработки до самого нижнего откаточного горизонта. Выработанную на горизонтах руду на вагонетках привозили к подобному, где я стою, месту. Вагонетки подавали к опрокидывателю, который ее переворачивал, и руда ссыпалась в разгрузочную камеру, соединяющуюся с рудоспуском с помощью наклонной сбойки. Упав вниз в систему 16-32 штолен, руда снова грузилась на вагонетке и вывозилась на поверхность через 32-ю штольню, где ее доставляли к гидрометаллургическому заводу для первичной переработки. Общая высота этого рудоспуска примерно 200 метров. От места, где я стою, наверх он уходит метров на 70 и вниз на 130. Довольно стрёмненько стоять на рельсах и полугнилых досочках, понимая, что в любой момент можешь повторить путь руды. Но рельсы еще не совсем сгнили, и это успокаивало.
Забегая вперед, скажу, что я буду и в самой верхней, и в самой нижней точке этого рудоспуска. Но находясь там, я еще не знал, что меня ждет впереди, и решил воспользоваться возможностью и сбросить что-нибудь вниз. Камень, платочек, заворачиваем. Тут, конечно, такое себе, но все же. Вот, только сейчас было дно. Красиво, опасно. Слушай, ну где мы стоим, тоже опасно. Не надо повторять это. Самое интересное и эпичное в этой штольне – машзал и рудосброс, уходящий в туман неизвестности, что вверх, что вниз. Посмотрев это, можно со спокойной душой выбрасываться. Но как же не порадовать себя такой приятной мелочью, как покатушка на вагонетке, благо таковая, не прикипевшая к путям, тут нашлась. На поверхности нас ждал мороз и красивый рассвет с элементами троллинга по-питерски, где солнце вот-вот собиралось показаться из-за туч, но одни поднимались все выше и выше по небосводу. Прождав минут 40 и знатно замерзнув, мы ретировались с горы в сторону домашнего тепла. Следующей ночью мы встретились с местными ребятами и рванули наверх горы, в 13-ю штольню. Какие трудности были в посещении объекта и его съемках? Ну, при посещении объекта, конечно, основная трудность заключалась в том, чтобы попасть сюда. Здесь некоторое количество штолен, одни закрыты, забетонированы, завалены, взорваны, что-то есть открытое, поэтому приходилось искать информацию, связываться с местными ребятами. Ну, а по самим съемкам, это, конечно, запотевание объектива, вот первое, что вспоминается, потому что температура везде разнится. У входа попрохладней, где-то есть места гораздо более теплые, поэтому когда камера с холодного места в теплое вносится, сразу возникает конденсат, который оседает на объективах и просто адово мешает снимать нормально. Некоторые горизонты доступны только с использованием альпинистских систем. Ну и плюс, конечно, физическая нагрузка, помимо того, что приходится не 1 километр тут нахаживать, и причем в не самых лучших условиях, сами посмотрите, тут жижа, чача, где-то вода и так далее, конечно, выматываешься просто в хлам. Ну и, конечно, это первые съемки в таком формате. Мы решили немножечко иначе подойти вообще к съемкам, то есть попробовать поснимать на зеркалку, то есть немножечко отойти от того формата, который был раньше. Понадеемся, что из того, что я говорю, из того, что отснялось, выйдет что-то годное, что нам и вам понравится. Еще одна трудность связана с тем, что некоторые штольни затоплены, не слишком глубоко, но все же пройти в обычных ботинках, берцах и так далее нереально, поэтому хорошо, что у меня есть L1, в котором можно хоть по пояс погрузиться. И это спасает, действительно спасает. И снова ночь, и снова мы углубляемся внутрь горы Биштау. Пытаясь протиснуться с объемным баулом через решетку, я хочу посмотреть на 13-ю штольню, которая интересна тем, что это самая верхняя штольня, куда доходит капитальный рудоспуск. Естественно, очень хочется пощекотать свои нервишки и дойти до этого места, где под тобой на очень много метров вниз идет ничего. В отличие от прошлых ночей, сегодня мы не одни. Компанию нам составят местные ребята, которые не раз здесь были и, можно сказать, фанатеют по этим местам. Правда, в последнее время стараюсь сюда реже ходить, чтобы поменьше дышать радиоактивным воздухом. А пока что ножками топ-топ-топ. Погружаемся в подземелье. Углубляясь внутрь горы, я обратил внимание на последовательно стоящие конструкции, где ранее явно располагались двери. Начав искать информацию, для чего они нужны были, наткнулся на 119-й параграф единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и рассыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом. Это, к слову, о том, что приходится читать, чтобы видос поинформативнее сделать. Читать его вслух не буду, сами на экране видите официальный текст. Если говорить своими словами, то подобными дверьми обеспечивают шлюзование для сохранения требуемых режимов вентиляции.
Работает эта дверь следующим образом. Сверху она закреплена на петлях, а к ее нижней части должны идти тросы, которые с помощью привода наматываются на барабан, таким образом поднимая дверную створку. Сбоку от двери находится калитка для людского прохода, которая также должна закрываться. Тем временем мы продолжали идти внутрь системы 13-й штольни в сторону рудоспуска, встречая по пути различные артефакты, оставшиеся со времен работы рудника. Расстояние, которое мы прошли от устья штольни до рудоспуска, оказалось небольшим. Думаю, что это связано с тем, что и мы уже пообвыклись, и с тем, что 13-я штольня лежит ближе к вершине горы, а следовательно, площадь самого горизонта будет явно меньше, чем на более нижних уровнях. И вот снова знакомые виды разгрузочного пункта с характерным подъемом узкоколейки и местом для оператора. А вот и он, красавчик. Больше 200 метров настоящего удовольствия. Начиная с уровня 13-й штольни, рудосброс пронизывает все горизонты до самого нижнего, так называемого откаточного уровня, вход в который идет через 16-ю или 32-ю штольню. Естественно, мы, как дети малые, радовались возможности что-нибудь сбросить в эту пропасть и не преминули ей воспользоваться. Раз, два, три. Охренеть. Профессионально. Закрутил. Да. 3, 2, слушаем. На счет 3 тогда бросаем. Раз, два, три. Немножечко, 12 секунд ориентировочно по 2. Что получается? 12. Набавившись в рудосбросе, мы пошли на выход и по пути заскочили в так называемый теплый штрек. Предполагаю, что здесь внутри горы идет выход теплых геотермальных вод, так как в этом штреке температура в районе 15 градусов тепла, что раза в 2 теплее других участков. Штрек, к сожалению, обвалился, так что далеко уйти не удалось. Да и куда удалось, пришлось сползти ползком. Вдобавок, из-за перепада температур оптика видеокамеры начала интенсивно запотевать. Потому вместо видео я сделал только пару фотографий солевых наростов, которые вы видите. Чем опасно нахождение здесь? Во-первых, нужно понимать, что эти рудники уже заброшены не одно десятилетие, поэтому все приходит в негодность, некоторые штольни, штреки обваливаются, и они в любой момент могут обвалиться на тебя, не во всех местах, но все же. Во-вторых, это радиация, радиоактивная пыль тут витает повсюду, поэтому желательно ходить, конечно, в противогазе, а лучше вообще не ходить. Вот, кстати, про что я говорил. Миллирентген, 350 микрорентген. Ну и всякие мелкие опасности из разряда деревяшка провалится под тобой, головой стукнешься обо что-нибудь. Ну, впрочем, как и при посещении любой подземки. Нужно быть очень аккуратным и внимательным. Последнюю перед отъездом домой ночь мы провели в той системе, куда я изначально стремился. Это система 16 и 32 штолен. Она имеет выходы с двух сторон горного массива. Со стороны города Лермонтов, это штольни 32 и 32 бис, находящиеся рядом друг с другом, а со стороны Пятигорска 16-я штольня. Как раз пробираемся к ней. На улице подморозило, да еще и снег выпал, так что весьма скользко по горам шататься. Уж скорее бы залезть в теплую штольню. Кстати, портал 16 один из немногих, сохранившихся в первоначальном виде, что добавляет историчности. 16-я штольня. Вход закрыт. Надо как-то попасть внутрь, не открывая двери. Портал, конечно, выглядит брутально. И фонит. 50 микрорентген. Уже снаружи. Что будет внутри, узнаем. Сказано, сделано. Мы внутри. Углубляемся. За моей спиной остается та самая металлическая дверь, что вы видели, и бетонная забутовка, между которыми находится запорная арматура для радонопровода.
Отсюда в сторону Пятигорских лечебниц уходит так называемый минералопровод, по которому течет вода, содержащая газ радон. В лечебницах люди платят деньги за то, чтобы искупаться в этой водице, а мы при желании на халяву можем хоть утонуть тут. Система 16 и 32 штолен находится на высоте 712 метров от уровня моря, то есть это 712 горизонт. Ранее видео я говорил, что горизонт 720. Дело в том, что устье 16 штольни располагается на высоте 712 метров, а основная плоскость горизонта на уровне 720. Таким образом, штольня плавно поднимается на 8 метров, что с учетом ее протяженности практически незаметно. Ниже этого горизонта никаких разработок не велось, то есть он самый нижний. Это был основной вскрывающий месторождение горизонт. Добываемая выше руда по рудосбросу сбрасывалась сюда и через 32-ю штольню вывозилась в сторону города Лермонтов на гидрометаллургический завод на обогащение. Так как горизонт лежит низко, то и площадь горы здесь намного выше, чем в вышележащих горизонтах. Соответственно, и протяженность выработок солидней. Нам придется отмахать не 1 километр, чтобы увидеть то, что хотим. А что мы хотим посмотреть? Зачем рассказывать и потом снова повторяться? Сами все узреете. Погнали. А вот и конец одного из трубопроводов, идущих в сторону Пятигорских лечебниц. Мощность фона здесь составляет 475 микрорентген. На конце открытого участка трубы находится вентиль. Попробуем сейчас немножечко приоткрыть. Будет что-нибудь? О! О! Радоновый фонтан! Радонопровод откуда-то должен начинаться, и, естественно, нам интересно посмотреть, откуда. Начинаем идти по его трассе. Трубы сворачивают с 16-й штольни в сторону полевого штрека номер 2, по которому можно прийти к самому низу капитального рудоспуска. К сожалению, радонопровод сворачивает в один из забутованных штреков, так что его начало нам не увидеть. Ну и ладно. Идем по полевому штреку к месту, где находится самая нижняя точка ствола шахты Восточная, где ходила клеть с людьми и низ мегарудосброса. Как помните, в системе 31-й штольни они находились недалеко друг от друга. Обратите внимание на таблички. Устье – это выход. И если по нижней табличке все понятно, то верхняя показывает расстояние до выхода из 31-й штольни, но она находится на 120 метров выше. Так что, скорее всего, это расстояние до выхода с учетом наличия разницы по вертикали между горизонтами. А вот и подходничок к рудничному двору рудосброса и клети. Проходим через остатки вентиляционной двери и первым делом видим дверь в помещение перфораторной. Так написано на двери. Там пусто, потому идем дальше. Нашим глазам открывается ствол людского ходка, судя по схеме, идущий на пару горизонтов наверх. А дальше видим низ восточного ствола, пронизывающего гору с самой поверхности через все горизонты до низу. Схемы, которые вы видите в видео, у меня тогда не было, и я посчитал, что вначале увидел ствол восточный, а потом рудосброс, ибо он весь завален хламом, прилетевшим сверху. Но местные ребята скинули мне фотографию рудосброса в 16-й штольне, и я понял, что где-то его там прошляпило, так как такого не помню. Впрочем, мы к тому моменту уже были настолько уставшие от каждоночных многокилометровых заходов и съемок, что неудивительно. Ладно, идем дальше. Пройдя стволы, мы пошли по петлевому тоннелю, опоясывающему рудоспуск. Здесь идет двухпутная железка и стоят вагонетки, на одной из которых я заприметил сделанную сваркой надпись 1960, видимо, год производства вагонетки. А еще порадовал незаржавевший до конца стрелочный перелом. Вернувшись обратно в 16-ю штольню, мы увидели на стене подтеки, предположительно содержащие минерал, который добывали здесь. Включив ультрафиолетовый фонарь, я подтвердил предположение. Очень красиво, конечно. Лайк, если нравится. И для сравнения вам две фотографии, сделанные с одного ракурса обычным и ультрафиолетовым фонарем. Мы продвигались все дальше от устья 16-й штольни. Вокруг нас было много артефактов. Очень впечатлил длиннющий состав из вагонеток. Их тут примерно 40 единиц. Дело в том, что рядом располагается один из важнейших стволов рудника – центральный. Это слепой ствол, соединяющий горизонт от 940 до самого низа, то есть до нас. Его проходка началась в 1951 году. На данный момент он недоступен вследствие того, что после закрытия рудника взрывали все подходники к нему. А в тех местах, где можно пробраться, еще было само время порешало, завалив обвалами подходы. Потому мы не теряем время на поиски центрального ствола, а идем в сторону устья 32-й штольни. Из интересностей. Такой вот передвижной туалет на колесах. Под ним свой рудосброс можно организовать. И пассажирский вагон. Рабочих доставляли в таких вагонах к рабочим местам, в том числе к той самой клети, где их поднимали на нужный им горизонт.
З. Забота. У. Удобство. Тесно, конечно, но всяко же лучше, чем километраж пешком наматывать. В одном из штреков увидели сваленные мешки с красным содержимым. Это анионит гелиевый. Если я правильно понимаю, нужен он был для гидрометаллургического завода для выделения урана из минералов. Только зачем его тут хранить, вопрос открытый, так как завод находится в 4 километрах от устья 32-й штольни, откуда вывозили породу. Штольня 16 после центрального ствола становится 32-й штольней, то есть мы начали приближаться к выходу из горы. Встречаем слева красную дверь, за которой находится несколько блоков, в которых располагался склад взрывчатых веществ. Для чего они нужны были, думаю, объяснять не надо. Ну а если кто не понял, то вспомните, что ребята не в песочке ковырялись, а проходили выработки в камне, которые нужно было взрывать. Вот это и был центральный склад взрывчатых веществ. Сейчас здесь, естественно, ничего не осталось, кроме запасных светильников. Их наличие, думаю, связано с тем, что после взрыва взрывная волна часть близлежащих светильников могла и разбить. В общем, эдакий склад расходников. Что интересно, выход из этого склада взрывчатых веществ оформлен схоже со входами в некоторые долговременные укрепленные точки, огневые точки доты. Обратите внимание, мы выходим такой змейкой. То есть если рванет, то взрывная волна будет погашена и не дойдет до штолен, таким образом сохранив их от разрушения. На выходе нас встречает машина для бурения шпуров на рельсовом ходу. Это эдакий перфоратор, только помощнее лежащего у вас в кладовке. Им бурят отверстия, в которые закладывают взрывчатку. После подрыва порода раскалывается на камне, которые вывозят, далее опять бурят шпуры, закладывают взрывчатку и так по кругу. Таким образом проходят тоннели в скале, где лопатой не помахаешь, а отбойным молотком будешь до старости ковырять. Да, горное давление беспощадно. Где-то скала прочная и тоннели даже без обделки простоят еще долго. А где-то, как например здесь, в 32-й штольне, несмотря на монолит, тоннели уже плохо. Для непосвященных по-простому, монолит – это когда стены и потолок тоннеля заливают целиком в бетон. Без всяких блоков, угловых рам, тюбингов и так далее. По большому счету, самая надежная и дорогая крепь тоннеля. Ну что, еще несколько лет, пара землетрясений небольших, и этот свод, эта штольня сложится, и ничего от нее не останется. На руднике в монолите была закреплена только часть 32-й штольни, пройденной в ненадежных майкопских глинах длиной 1300 метров. Через эту штольню производилась основная откатка руды на завод, поэтому необходимо было избежать стопоров, связанных с возможным ремонтом крепи тоннеля. Саму штольню прошли в 1951 году, при этом в отдельных местах был нарушен технологический процесс возведения монолитной обделки, в результате чего в ней возникли трещины, и она впоследствии была усилена металлическими рамами с ребрами жесткости. Тогда было опасение, что перекреплять на рамы придется весь проблемный участок, так как трещины различных размеров появились во многих местах, но обошлось. Впрочем, до закрытия рудника, может, оставшиеся трещины не мешали его работе, зато спустя 40 лет очень даже очевидно, что, скорее всего, именно с них и начнется окончательное разрушение 32-й штольни. Пройдя опасный участок, мы увидели подходняк к виншахте этой штольни под номером 32 бис. Впереди нас ждет развилка на две штольни, 32 и 32 бис. Они небольшие по длине и выходят на территорию электромеханического завода. Протискиваемся через пассажирские вагоны и попадаем в отрезок тоннеля с закрытой гермой. Благо, в ней есть открытая форточка. За ней находится бетонная забутовка, которая, к сожалению, в кадр не попала. Возвратившись обратно к развилке, идем по соседней штольне 32 бис. Но и там нас ждет разочарование. Выход закрыт бетонной пробкой. Видимо, это результат рекультивации, проведенной несколько лет назад. Ну что ж, телепортироваться через них, как мы это сделали у входа в 16-ю, не будем. В любом случае, для первого раза в этой системе мы посмотрели, да и вам показали, как я считаю, вполне достаточно. Особое спасибо я хочу выразить компании «Арктика». У меня такой замечательный термос в руках. Без этого термоса и без его горячего содержимого нам было бы тут довольно-таки холодно. Поэтому кружечка чая за вас. Приятного вам аппетита, если вы смотрите мои видосы под чаек с ништяками. Вторую благодарность я хочу выразить моему подписчику Виктору, без которого эта поездка не состоялась. Благодаря ему были куплены билеты, и он всячески поспособствовал тому, что я приехал сюда и смог отснять, насколько возможно, качественный материал. На таких подписчиках держится мой канал. Спасибо огромное.
Огромное спасибо всем за внимание. Это было действительно необычное, интересное приключение. Надеюсь, вам понравилось то, как мы это вам преподнесли. И увидимся с вами в следующих роликах. Как всегда, палец вверх, подписка и рассказывайте обо мне вашим друзьям, чтобы они узнали как можно больше об этом мире. С вами был МШ, моя команда, и увидимся в следующих роликах. Пока-пока.